Добро пожаловать в Осаку! Позади меня Сёчикудза, одно из самых известных театральных зданий Японии. Сейчас оно является символом традиционного японского искусства и домом для театра кабуки. Но когда-то, 100 лет назад, Сёчикудза был домом для женской труппы Осака Сётику Кагекидан, или сокращенно ОСК. И сегодня мы поговорим именно о нем, загадочном, почти магическом театре ОСК Nippon Kageki-dan. Театре, который пережил практически все. И бомбардировки, и кризис, почти полное исчезновение, но выжил вопреки всему. Театре, который объединяет пение, танцы, актерское мастерство и исключительно женщин, конечно. Что такое ОСК? Почему он известен меньше, чем Такаразука? И стоит ли сходить на их шоу Хару но Одари и Нацу но Одари? Сегодня поговорим об этом. Итак, мы начинаем! Труппа ОСК Nippon Kageki-dan была создана в 1922 году, 103 года назад в Осаке, под эгидой кинокомпании Сётику. Идея была простой, но революционной. Все роли должны были исполнять женщины, и мужские, и женские. Это создало совершенно особую эстетику, в которой виртуозная техника сочеталась с женской красотой. Главной задачей было соединить западные танцы и музыку с японской дисциплиной, чтобы получилось нечто уникальное. Труппа сначала выступала здесь, на подмостках театра Сётикудза, а потом переехала в более компактные залы. Как все устроено? ОСК – это не просто театр, это школа, традиции и стиль жизни. Новички проходят строгий отбор, поступают в театральную и музыкальную школу, где обучаются вокалу, актерскому мастерству, танцу и этикету. Поступить в школу ОСК непросто. Конкурс, экзамены и 2 года обучения, после чего только лучших берут в труппу. Кстати, ОСК – одна из немногих женских трупп, где ученицы могут участвовать в шоу с самого начала. Актрисы делятся на 2 основные категории. Атакаяку играют мужчин и Мусумияку играют женщин. Статус в труппе строится годами. Есть четкая иерархия, как в компании, от учениц до звезд. Это пирамида рангов. ОСК обычно выступает в 2 крупных жанрах – ревью и мюзикл. Ревью-шоу – это шоу-программа, наполненная различными номерами – песнями, танцами, сценками, объединенными, как правило, одной темой. На сцене можно увидеть все, от парижского кабаре до японской классики. Но главная фишка ОСК – это танец. Очень четкий, быстрый, с отточенной синхронностью. Особая гордость – это весеннее шоу Хару но Одари, или весенний танец. Оно проводится каждый апрель в театре Сётикудза. Его начали ставить в 1920-х годах, и с тех пор почти каждый год, кроме нескольких перерывов. Это праздник света, женщины, весны. Блестящие пышные костюмы, громкая музыка, веера, цветы, невероятная энергетика и, конечно, лайн-дэнс – линия из танцовщиц, идущих в такт. Мюзиклы также можно увидеть на сцене ОСК. Это могут быть исторические драмы, мюзиклы на западные мотивы, фантастика. Также можно увидеть известные всем сюжеты «Ромео и Джульетта», «Цезарь и Клеопатра» и «Дракула». Однако в последнее время ОСК все чаще стал ставить мюзиклы на чисто японскую тематику, что может быть интересно тем, кто глубоко интересуется японской историей. В 2003 году театр оказался на грани закрытия. Компания Kintetsu, которая в то время владела ОСК, отозвала свою поддержку, и театр лишился основной финансовой базы. Для поклонников и актрис это было шоком. Но случилось чудо. Благодаря усилиям самих актрис, большого количества фанатов и новых партнеров театр смог переродиться. Этот кризис сделал его сильнее, а труппу сплоченнее. Многие актрисы того времени стали легендами, и с тех пор его история – это история возрождения. В настоящее время девочек в музыкальную школу набирают с 15 до 23 лет. Из-за сокращения подготовительного этапа вопрос о сценическом амплуа решается либо при поступлении в театр, либо на 2-й год обучения. В театре действуют четкие правила. Запрет на романтические отношения во время карьеры. Старшие наставляют младших. Система сэмпай-кахай, повсеместно распространенная в Японии. Тренировки по несколько часов в день, строжайшая дисциплина и этика ради красоты сцены. Именно это и привлекает фанатов. Зрители видят результат такой самоотдачи. К тому же исторически дистанция между фанатами и актрисами была более близкой, чем в других театрах, что также привлекало людей. Поклонники соблюдают свои традиции. Они следят за любимыми актрисами годами, пишут письма, приносят подарки, вступают в фан-клубы, давая актрисе мотивацию двигаться дальше. Сегодня ОСК продолжает традиции, но также идет в ногу со временем.
Сейчас актрисы участвуют в съемках сериалов, гастролируют по Японии и за рубежом. В прошлом многие становились звездами кино, как, например, Мачика Кё, первый секс-символ Азии, или Касаги Шизука, королева буги-вуги. Обе они начинали свою карьеру в театре в далекие годы. Особую роль играют в системе пара топ-стар, ведущая Такаяку и Мусумияку. Их стиль, харизма, умение держать зал – это сердце труппы. Во многом именно главные актрисы задают тон и характер всему театру, ведь они являются его лицом. Фанаты – это отдельный мир, как мы уже сказали. Они годами поддерживают любимых актрис, ходят на все выступления, даже если шоу ставится в другом городе. А когда актриса становится топ-стар, это событие почти как коронация. Почему же стоит увидеть OSK своими глазами? Есть 3 причины. Во-первых, это красиво. Яркие костюмы, сложные танцы, синхронность движений, сценография, от которой захватывает дух. Все выглядит как живое полотно, где каждая сцена – произведение искусства. Во-вторых, это сила и традиции. На сцене только женщины, и они создают масштабное эмоциональное шоу, которое не уступает по размаху мужским труппам. Здесь дисциплина, дух, история длиной в 100 лет, и каждое выступление – это результат их настоящей самоотдачи. В-третьих, это редкость. Женских театров в мире почти не осталось, особенно таких, как OSK, а их весеннее шоу Хару но Одари – это отдельная магия. Оно проходит только раз в году и только в Осаке. Это та атмосфера, в которую влюбляешься навсегда. Если будете в Японии весной, обязательно посетите его. Это не шоу, а культурное событие, которое вы точно запомните надолго. Мы обожаем театр OSK Ниппон Кагекидан и хотим, чтобы о нем знали как можно больше людей. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях, знали ли вы о том, что в Японии существуют полностью женские театры. А для продвинутых пользователей напишите, пожалуйста, какой мюзикл или шоу у вас самый любимый OSK. Подписывайтесь на наш канал, если хотите узнать больше о японской культуре, женщинах в искусстве и театре. А если вы хотите отдельный выпуск про музыкальную школу OSK или про какую-то особенную актрису, которая работала в театре, пожалуйста, дайте нам знать в комментариях. Ну что, давайте на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Матане! Мы записываем это видео уже после того, как смонтировали и записали основное видео. Недавно в новостях было объявлено, что театр Осака Сёчипоудза будет закрыт на неопределенный срок со следующего года, 2026. Мы очень надеемся, что театр не будет снесен и на его месте не будет построен еще один торговый центр или ресторан. У Осаки осталось не так много исторических зданий, а театр Осака Сёчипоудза является символом эпохи Сёва и местом знаковых исторических событий. Нам бы очень хотелось, чтобы он продолжал радовать зрителей и в следующем году, и через год. И здесь продолжала звучать песня Сакура Сакукуни, главная песня женской труппы OSK Ниппон Кагекидан. Осака Сёчипоудза ищё ни маморимашё!